Всем привет, вы на канале Bodybuilding Russia. Сегодня у нас, как обычно, интересный обзор на 100% Pure Whey от компании венгерской Biotech USA. Взяли на тест и на пробу вот такую упаковочку, 1000 грамм, то бишь килограмм здесь. Я записываю цену, чтобы не забыть, 2434 она мне обошлась, покупал на маркетплейсе. Ну что, погнали? Начнем по очереди. Итак, значит, 100% Pure Whey, это у нас сывороточный протеин. Вот здесь вот у нас вот указана New Instant формула. Сразу объясню, что это такое. Дело в том, что сейчас много нареканий по поводу того, что люди покупают протеин, в частности Gold стандарт, и растворяют его, и он просто превращается в водичку. Дело в том, что это нормально. Как раз вот эта вот надпись Instant означает, что он предварительно обработан. Если вы посмотрите тот же Gold стандарт Optimum Nutrition, там будет написано Instantized Whey Protein, то есть предварительно обработанный сывороточный протеин. Именно вот эта обработка как раз позволяет растворять протеин в пух. То есть, что вы его как будто бы не чувствуете. Растворили его и как будто пьете воду. Многие люди, кто давно начинал, они удивляются сейчас. Раньше протеин смешиваешь, он густой, хорошо такой насыщенный напиток. Сейчас же ты пьешь как будто бы водичку. Дело в том, что как раз это вот из-за этой технологии. Поэтому не удивляйтесь, если увидели такую надпись Instant. Это будет означать, что протеин просто растворится до воды, можно сказать. Но от этого в нем белок не пропадает. Это нормально. Дальше, следующий момент. Вот так вот он у нас, кстати, выглядит. И не зря он у нас сегодня в столовой ложки. Дело в том, что здесь мерной ложки нету. Много тоже споров по поводу этого. Очень легко определить, должна быть мерная ложка или нет. Переворачиваем упаковку и смотрим. Смешайте одну порцию 28 грамм, 2 столовых ложки с горкой. Видите, производитель не указывает, что здесь должна быть мерная ложка. Если будет слово скуп, тогда значит мерная ложка должна быть. Если производитель пишет, что здесь столовые ложки, или весьма распространенный спор по поводу креатина от компании Sun. Многие люди начинают говорить: подделка, нет внутри мерной ложки. Нет, она там и не должна быть. Переворачиваете этикетку креатина Sun и видите, что там написано одна порция, одна чайная ложка. Там написано one teaspoon. Это означает, что мерной ложки не должно быть. И отмеряет покупатель сам чайной ложкой. У нас есть, кстати, по поводу этого отдельный ролик, как разобраться, должна быть мерная ложка или нет. Ссылку оставлю выше, поэтому кто с вами будет спорить, можете им отправлять ссылку на наш ролик. Дальше смотрим. Значит, 100% Pure Whey, это 100% сыворотка. В составе он содержит у нас концентрат и изолят сывороточного протеина. Производители все практически не указывают, в какой пропорции, поэтому сколько чего мы не знаем. Может быть, буквально там из 21 грамма, вот как здесь 21 грамм чистого белка написано, может быть 20 грамм концентрата дешевого и 1 грамм изолята. И производитель уже имеет право указать, что здесь и изолят содержится. Дальше написано, что он дополнительно обогащен глютамином, БЦА. Они действительно есть, если пересмотреть ингредиенты, то здесь они указаны: глютамин, лецин, изолецин и валин. К слову сказать, кто до сих пор не знает или сомневается, что протеин содержит БЦА, так и есть. Вот здесь вот у нас указано всего содержание БЦА в порции 4,3 грамма. То есть в любом протеине будут, естественно, БЦА у нас содержаться. Дальше написано, что здесь содержится бромелайн. Бромелайн — это у нас пищеварительный фермент, который позволяет легко усваивать белок. Собственно говоря, никаких проблем с усвоением этого протеина не было, но об этом чуть позже. Дальше смотрим упаковку. Написано, что он не содержит добавленного сахара. Тут же производитель у нас расшифровывает, что вот здесь вот указано это мелким шрифтом, что добавленный именно сахар не содержится, а содержится только натурально содержащийся сахар в сыворотке. Когда сыворотку обрабатывают, в ней содержится сахар, который, собственно, и есть. То есть они дополнительно его не подслащивали. Дальше он не содержит глютена, не содержит пальмового масла и не содержит презервативов. Ну, конечно, это шутка. Презервативы — это у нас консерванты. И обратите внимание, несмотря на то, что этот протеин не содержит консервантов, если мы перевернем и все здесь перечитаем, то мы не найдем эту дурную надпись, которую так любят все российские производители, о том, что
протеин после открытия хранить в течение 3 месяцев. Здесь же протеин у нас спокойно при открытии хранится до 2025 года. 2 года в открытом состоянии, и ничего с ним не будет. Отсюда мы понимаем, что это все полная чушь, то, что пишут российские производители. Дальше у нас здесь ничего больше интересного нету. Переходим сюда. Значит, на 28 грамм у нас порошка содержится 21 грамм чистого протеина. Значит, отмерять здесь мерными ложками. У нас есть ролик, как мы отмеряли. Точнее, не мерными ложками, а столовыми ложками. У нас есть ролик, как отмерять. Вот, собственно говоря, здесь приблизительно 14-15 грамм порошка. Собственно, производитель правильно пишет, что 2 столовых ложки это как раз и будет 14-15 в 1 столовой ложке 14-15 грамм порошка, соответственно, в 2 где-то 28 грамм порошка. Из них 21 грамм чистого протеина, собственно говоря, как заявляет производитель. Что можно сказать по поводу этого? Мы сдавали этот протеин на анализ, отправляли его нашему коллеге на каналу Алхимия. Человек проверенный, его анализы совпадают с анализами нашей лаборатории, плюс-минус в допустимых, скажем, рамках, поэтому его анализу я доверяю 100%. Значит, производитель у нас заверяет 75% протеина здесь должно быть, то бишь в 100 граммах будет 75 грамм чистого белка. По анализу получилось 74%. Производитель заверяет 75. То есть на данный момент это у нас рекордсмен среди всех протеинов. Это самый точный, скажем так, протеин из всех нами проанализированных. То есть минимальное, просто минимальное расхождение от того, что заявлено на этикетке. Вот что значит иностранный производитель. Итак, по анализу у нас здесь все в порядке. Дальше по поводу его употребления. Ну, собственно говоря, исходя из того, что мы получили по анализу, получается, что вот в такой вот столовой ложке приблизительно у нас 10-11 грамм чистого белка. Соответственно, я где-то пью в среднем по 30-40 грамм белка, где-то 3-4 столовых ложки я себе накладывал, получал 30-40 грамм чистого белка. Значит, по поводу аллергенов, кому это важно, значит, здесь у нас производитель указывает, что возможно содержание, точнее протеин производится на том же производстве, где и производится молоко, яйца, соя, ракообразные, диоксид серы и орехи. То есть возможно попадание частиц вот этих вот веществ, имейте в виду. Также у нас для многих наших зрителей важно, значит, у нас компания Biotech USA сертифицирована по стандартам халяль. Для кого это важно, имейте в виду. То есть протеин довольно-таки у нас чистый. Дальше. По самому употреблению его. Значит, размешивается он, как я и говорил раньше, просто в пух. Становится как водичка, поэтому если хотите, чтобы он был более насыщенным, просто добавляйте меньше воды. Значит, по поводу усвоения, никаких просто проблем с ним нет, вообще никаких. Пьется он легко, вкус у меня был карамель капучино, это просто божественный после российских протеинов. Испытываешь просто какое-то удовольствие, когда пьешь этот протеин. Никаких проблем с животом, никаких проблем с газообразованием, вообще ни с чем. Это просто один из самых лучших протеинов, которые вот я тестировал за последнее время. То есть, ну, он просто идеальный. И содержание белка, и вкус, и консистенция, и никакой пены от него нет. Ну, вообще ничего. Ну, это просто, можно сказать, идеал протеина. Вот так вот у нас получилось. Поэтому что могу сказать еще добавить? Сейчас пошло много вопросов по поводу того, что брать бюджетного. Ну, в принципе, из-за российского питания, чтобы было стабильное качество, я пока такого производителя не нашел. А вот все, что на данный момент я протестировал от компании Biotech, было все рабочее. Вообще абсолютно все продукты. То есть еще ни один продукт из протестированных нами, вы можете посмотреть в плейлисте Biotech, что мы тестировали, все было рабочее, все я рекомендовал, все мне понравилось. Поэтому из более-менее бюджетных как раз вот вам, пожалуйста, Biotech и компания SkyTech Nutrition. Она была чуть хуже, но на днях мне стало известно, что у нас Biotech купил компанию SkyTech Nutrition, поэтому там в скором времени
если уже на данный момент так не есть, будет точно такое же качество, как у компании Biotech, и точно такие же стандарты. Поэтому Skytech подтянется к Biotech. Поэтому Skytech Biotech можете спокойно покупать. Из бюджетных, по крайней мере, от них все работает. Ну что же, по этому протеину у нас все. Я его рекомендую. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока. Ждите новых анализов и тестов.